Неделя моды в Нью-Йорке близится к концу, а я пока что перевариваю показы Джереми Скотта, Виктории Бекхэм и Филиппа Плейна. Джереми Скотт презентовал свою коллекцию, тем самым ответив 20 лет карьеры, 20 лет своего бренда. Рассматривая коллекцию, я пришла к выводу, что это не любовь с первого взгляда. Мне очень сложно непредвзято судить Джереми Скотта, потому что я с ним познакомилась лично и имела честь брать у него интервью, и мне он очень симпатизирует по-человечески, но сейчас постараюсь абстрагироваться. Как правило, я рассматриваю коллекцию с 3 точек зрения. Первое — это баланс между стайлингом и дизайном на подиуме, то есть насколько вещи с подиума потом будут применимы в жизни, носибельные. И второе — это исследование самого дизайнера, то есть эволюция бренда, силуэты, крой. Третье — это коммерческий успех, потому что на самом деле мода — это не только вдохновение дизайнера, не его капризы, не его какие-то видения, а прежде всего бизнес очень жестокий, очень жесткий, с высоким уровнем конкуренции, поэтому это цифры и это продаваемость этих вещей. Вещи Джереми Скотта очень сложно представить в тотал-луке, это было бы слишком много, если это, конечно, не его ярые поклонники или те, кто пытается попасть в объектив стрит-стайл-фотографов. Тема рваных джинс уже неоднократно была раскрыта. Джереми Скотт, на мой взгляд, неудачно в этот раз выстрелил с ней, потому что даже довольно хрупкие модели выглядят очень массивно. Стайлинг на подиуме местами выглядел довольно дешево, пиджак питоновый, как может быть полным фейлом, так и хорошо сочетаться в каком-то образе и стать его яркой доминантной частью, но в том сочетании выглядело немножко как кич. Это тот редкий случай, когда на самом деле мне гораздо больше нравится only for runway луки, чем коммерчески ориентированная часть коллекции. Многие платья были скорее арт-объектами, которые, кстати, бы очень круто, мне кажется, подошли для какого-нибудь концерта Кэти Перри, например. Ей бы такое понравилось. Джереми Скотт работал в этот раз с очень сложными, длинными. Мне кажется, что они мало кого бы украсили. Большинству женщин они бы, наоборот, навредили. Ciao, ciao. Vuoi anche tu fare il video con me? Vuoi raccontarci qualcosa di Jeremy Scott? Mm? Mm. No, giochiamo dopo. Vai, vai. С точки зрения каких-то новых элементов дизайна у Джереми мне понравилось, назовем их так, жилетами. Или это скорее были такие кольца, они были достаточно объемные, они были надеты таким образом, что создавалось впечатление жилета. Кажется, что как-то перекликалось с темой монстров, я имею в виду монстров на трикотаже, были таким фил-руж показом. Еще мне понравилась тема рукавов, точнее, это, наверное, элементы, перевязанные каких-то толстовок, каких-то свитеров, каких-то кофт. Уверена, что с коммерческой точки зрения коллекция Джереми Скотта явно будет иметь успех, потому что у марки очень целенаправленная аудитория, плюс есть элементы, которые очень легко сочетать с вашим обычным гардеробом. Достаточно это делать в правильной дозировке, да, например, очень коммерческая часть показа, это, как я уже говорила, кардиганы, свитшоты, в общем, весь трикотаж, это удлиненные толстовки. Если бы в моде были бы доктора, и я была бы одним из этих докторов, то я бы прописала Джереми Скотта в небольших дозах 2 раза в неделю. Показания к применению, особенная серьезность собственного восприятия. Осторожно, вызывает привыкание. Мне Джереми Скотт больше нравится в ипостаси Москина, и когда он занимается коллекцией этого бренда. Филипп Плейн. Филиппа Плейна сложно раскладывать по полочкам, да и вообще не знаю, стоит ли, потому что конек Филиппа Плейна — это шоу. На его показ идешь, чтобы хорошо провести время, больше, чем чтобы посмотреть коллекцию. На самом деле Милан осиротел без Филиппа, потому что его шоу были самыми крутыми в плане зрелищности. Последний раз, когда я была на его показе, это был его заключительный показ в Милане, после чего он начал проводить показы в Нью-Йорке. Там была огромная карусель, на ней катались все самые крутые модели, включая Пэрис Хилтон. По подиуму на Кадиллаке ехала Ферги и пела. По середине сцены ходили
модели с голыми торсами, раздавали десерты и аперитив. В этом вся соль Филиппа Плейна. Филипп, мы скучаем по тебе. Мелания. Филиппу Плейна явно не составило труда встряхнуть и публику Нью-Йорка. В бокале шампанского, естественно, купалась Дита Фонтис. Выступали рэперы, была Ирина Шейк, Призм Бэй, был бесконечный список знаменитых гостей, включая Мадонну. Тема была явно диснеевские принцессы и злые мачехи. На брутальных кубиках пресса были татуированы Бэмби и всяческие цветочки жители волшебного леса. Модели были с косами Рапунцель, немножко рассказ о том, что в каждой невинной принцессе есть капля злой мачехи. Основной элемент — кожаный кринолин, который был в двух цветах, черном и в белом, одевался в качестве аксессуара на платье, юбки, майки. Это не новая тема, но, по-моему, сработало. С материалами все просто. Это, как всегда, у Плейна много черной кожи, деним, майки с поп-принтами, черный, белый и какая-то отделка под серебро. Кстати, если говорить о теме рваных джинс, то у Филиппа Плейна джинсы порваны очень правильно и очень красиво. Стоит ли тратить такие огромные деньги, которые выкладывают клиенты Филиппа Плейна в бутиках, за то, что он предлагает? На мой взгляд, нет. Образ Филиппа Плейна, в принципе, можно создать с более разумными по цене вещами. Но Плейна покупают и любят не за его вещи, он на самом деле продает свое настроение, стиль жизни, свою философию. Бесконечный праздник — это шоу, это такой драйв настоящий. Почему люксовые бренды стоят много? Потому что это, как правило, качество, это ручная работа, но это не основная часть. На самом деле 60% цены, которую мы платим за надпись Gucci, Louis Vuitton, Chanel, это их имидж, это та реклама, это та картинка, та история, к которой нам хотелось бы чувствовать причастность. Так вот, если это 60% в случае брендов, которые я перечислила, в случае Филиппа Плейна это все 90%. Тот продукт, который он производит, совершенно не соответствует цене, которая за него выставлена. Но у Филиппа Плейна, опять же, есть своя аудитория, очень понятная, очень ему верная, и мне хочется пожать руку и поаплодировать его команде маркетологов, всех тех людей, которые работают на бэкстейдже этой компании и круто делают свое дело. Виктория Бекхэм. Сейчас я чувствую, полетят в меня камни и тухлые помидоры. Все равно скажу. На мой взгляд, она олицетворяет собой современную в этой коллекции, именно в этой коллекции, современную концепцию Коко Шанель, которой дом Шанель уже давно не придерживается. Так вот, чистые, продуманные до малейшей детали линии. Немножко луз, оверсайз рубашки с удлиненными рукавами, как будто кто-то стащил рубашку у папы из гардероба и каким-то чудесным образом трансформировал ее под женский образ, очень гармоничный, очень лаконичный. Классическая юбка-карандаш из органзы прозрачной, которая просвечивала таким образом внутри эту рубашку и создавала совершенно монолитный образ. Это выглядело как одно единое платье. Далее уже действительно вышло платье, в прямом смысле этого слова, пепельно-розового, очень красивого цвета. Мне очень понравилась деталь как будто двойной рубашки, двойного воротничка контрастного цветного. Были увеличенные плечи, будто вот эта мужская рубашка. Как правило, очень непростой элемент — это рюши и оборки, которые Бекхэм, на мой взгляд, тоже удалось грамотно внедрить в коллекцию. Еще были очень хорошие сочетания плотного льна, такого жесткого и очень геометрических форм, смягченных шифоновой ткани полупрозрачной, которая вот как раз сбалансировала этот образ. Коллекция Александра Вонга, видно сразу его research в строении коллекции, в строении вещей. Интересно наблюдать сочетание черной кожи и такого материала для мужских костюмов серого цвета, классическая ткань, игра с рукавами, завязанными спереди,
Кстати, он не единственный, кто играл с темой рукавов. Также это был Джереми Скотт. Раньше это сделал Луи Виттон в коллекции Resort 2017 года. Мне кажется, он вообще хотел подумать над темой, где классика встречается с спортивным стилем и со стилем casual. Он использовал элементы классических костюмов, внедряя туда, например, молнии, совмещая это со спортивными кедами. Скажем так, мне понравилось развитие мысли, эксперименты, трансформация одного в другое, платье-пиджак, но мне не понравился количественный результат, потому что местами это выглядело дешево. Цветовая палитра мне не понравилась. Силуэты портили фигуру, проблема с длинами, они не украшали. Филипп Лим, мой отсмотр коллекции, выглядел так. Да, нет, да, что это? Нет, да. Сейчас покажу вам, почему да, почему нет. И дизайнеры вообще в этом сезоне обратились к теме мужского гардероба и его интерпретации в женских образах. Клим явно увлекся тканью джессато. Это итальянское название для ткани, для мужских костюмов от слова «мелок». Это темно-синяя, очень темно-синяя или черная ткань с вот такими вот линиями, как будто бы мелком провели по доске. Также ему удалось проработать тему тренча, которая вот мне как раз очень понравилась. Он сделал это мастерски. Красивый горчичный цвет, красивые сочетания. Что было нет? Нет, был некрасивый трикотаж. Он создавал ненужные объемы, например, на талии, на бедрах и очень утяжелял фигуру. Тема сарафана поверх рубашки уже давно была раскрыта, и мне кажется, что Филипп Лим неудачно с ней поработал. Как я уже говорила, рюши, объемы достаточно сложная тема, не всем удается. И с этим тоже Филипп Лим, на мой взгляд, в этот раз переборщил. Фигура выглядит достаточно тяжело. Были ненужные объемы в плечах, которые расширяли очень сильно вот эту вот часть. Меня просто поверг в шок белый сарафан с сборками снизу. Он очень укоротил сильно фигуру, отяжелил ее. Плюс это было предложено с плоской подошвой. В общем, не знаю, что с ним случилось в этом сезоне. Но при этом должно быть понятно, что когда речь идет о каких-то концептуальных формах, целью не является улучшить фигуру, это ее подчеркнуть, а целью является сама вещь, ее архитектура. Это одно. А когда лишние объемы недостаточно гротескные, чтобы быть самодостаточными для проявления какой-то концепции, при этом утяжеляют фигуру, не являясь сами собой какой-то ценности, да, в моем понимании вещь не удалась. На сегодня все. Спасибо за компанию. И тебе спасибо за компанию. Если понравилось, ставь лайк, подписывайся. Осталось буквально пару дней Нью-Йоркской недели моды, потом мы полетим в Милан, будем смотреть за Миланской неделей моды. Ну а пока что пока и хорошего вечера. Чин-чин.